Вот. А, это вот это Владимир? Да. Ну, кораблик. Там, потому что я вечно путешественник. Бродяга. Бродяга. Вот. Подожди. А бродяга что, плавает по миру? На чем может? На 11 можно. Номер. Знаешь, что такое 11? На 2 ногах. Почему я занялся каллиграфией? Мне этот вопрос, потому что по облику я не восточный человек. И ни мать, ни отец, они к этому принадлежности не имели. Мать у меня полячка, по вероисповеданию, видимо, католичка. Я точно не знаю. Вот. Но отец в партии не был, но он и в царской армии служил, и в революции уже с большевиками это принимал участие. Гонялся за бандами Петлюры и Махно еще на юге Украины. Еще в 24 году, когда я появился на этот свет. Мы уехали в 33-м. Отец бросил квартиру, обстановку. В последнем вагоне пассажирского поезда без билетов нас сунул это в тамбур с узлом только. Уехали от голода. В 1933 году это было. Если бы не уехали бы, то, конечно бы, погибли, потому что в том году на Украине творилось страшное. Мы приехали оттуда, город Ефремов, уже в России. Я уже пошел в 3 класс. У меня ничего не получалось с русским языком. Вот. Переход от украинского на русский очень сложный. И поэтому у меня ничего не получалось. Я 2 года сидел в 3 классе из-за этого. И я все время вспоминал Украину милую. Я помню, я сам до сих пор удивляюсь. Сидят на заваленке у хаты белой, покрашенной известью. Это, несколько, это украинок, и молодух, и пожилых там, и только перемывают косточки каждого этого села. Вот. И только вот лускают семечки. Вот как они лускают! Я до сих пор удивлялся и удивляюсь. Успеют говорить это даже чаще, чем по телевизору наши сейчас говорят. Вот. И одновременно забрасывают семечки, и одновременно тут же у них шелуха выскакивает вот так. Вот идет как фонтан. И тут же говорят без умолку. Как это получается? Это самые лучшие воспоминания об Украине. А на фронте
пришлось мне тоже, когда узнали, что я что-то могу зарисовывать, в первый же год, как я попал на фронт, меня определили в разведвзвод. Я должен был на переднем плане, замаскировавшись, зарисовывать панораму противника передо мной и отмечать, откуда, от какого дерева, от какой хаты или там дома стреляет немец. Вот так прошла моя вся Отечественная война, фактически от 1941 года до Эльбы, до взятия Берлина, в котором я участвовал. Много было моментов, вокруг меня гибли, и я оставался. Армия целая, южная, почти, была уничтожена гитлеровцами. Мало кто выжил. В 1942 году я, отступая, проходил 2000, это 1250 километров по тылам, вместе с наступающими немцами по ночам. И я вышел из окружения. После войны я дал себе как бы слово: я буду изображать в этой жизни только все положительное, то, что работает на мир, чтобы не повторилась эта война, которую я прошел. Я видел то, что не дай Бог кому-то это увидеть. В училище поступил в 1947 году, диплом с отличием получил. С 1951 года я уже как профессионал работал во всех выставках. Это участвовал в 1957 году на декадной выставке в Москве большим полотном «Весна Казахстана». Полотно в 3 метра шириной и 1,70 м высотой. Меня интересовали все стройки коммунизма. А они, конечно, проходили все в диких, необжитых еще районах, в горах, в тайге, это на севере. Хорошо. Вот в последние годы только я лет 5 уже пока никуда не выезжаю. Это очень жалко.
Вот только так случайно вот в свои уголки это леса выбираешься или летом за грибами, или же на этюды, а особенно осенью, вот золотую осень я это люблю. Попробовал все циклы это творчества. Меня интересовала в первую очередь живопись. Это пейзаж, это жанр. Потом увлекся акварелью, увлекся работать темперой, это и другими видами искусства, и также и графикой, и пером, и карандашом. Все виды я попробовал, кроме скульптуры. И вот когда дошел до скульптуры, хотел тоже уже начаться. Вот. Потому что и монументальное искусство, это делать большие фрески я уже начал. Вот. Мозаики выкладывать уже начал. И вдруг однажды ночью вот я такой сон, как бы не сон, а ты что, забыл, что существует Восток? Владимир Александрович затеял и Тугру, и Шимаил объединить. Это нововведение, которого никогда еще в искусстве ни одного народа не было. Я подтверждаю, исламского тоже не было. Ни одного народа. Объединение. Это очень интересно и очень сложно. Например, здесь это аят из Корана, да, и вот еще то, что надо... Аяты из Корана, так Владимир Александрович выбирает сам, по-русски, так, вот, сам. Он их выбирает по содержанию, да, и мы вот всегда с Наджимом удивляемся, что он там выхватывает суть ислама вообще-то. Здесь сочетание, как было уже сказано, и живописи, и графики, и дизайна, и каллиграфии. И вот их уникальность в том, что вот она держит все эти составные части, компоненты, они удачно составляют единое целое, вот каждое вот произведение. Для того, чтобы стать каллиграфом, начинает это обучать с 5 лет ребенка. Вот. И всю жизнь его тянут это учителя. Учитель. У меня никаких учителей не было. Я до всего доходил сам своими, как говорится, мозгами. Вот. На основе опыта искусств. И получился, как и многие исламоведы, искусствоведы, ученые, они определяют, что мое искусство – это как бы конгломерат какой-то от искусств всех, но
понятный всем. Вот все тугры собраны. О, тысячелетие Казани я делал такой аншлаг. Вот. Все это тугры. Вот Шаймиева тугра, президента бывшего нашего. Вот тугры. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что у тебя получается. Вот. Хорошо? Ну, вообще-то, очень приятно смотрится. Вот. Аккуратно, изящно. Вот. Наша главная задача, твоя, вернее, значит, делать все качественно. Потому что любой мазочек, он уже оценивается потом на выставках и специалистами, и знатоками, и любителями этого вида искусства. Вот. Но твой метод написания тем более должен интересовать, потому что здесь нет ни одной пустой нулевой линии, пятна. Каждое пятнышко, каждая линия – это обозначает ту или иную букву. Вот таким ребусом в какой-то степени и создается не просто рисунок текстовой, а символ. Вот. Это наша основная задача. Я искала себя долго очень. Даже когда закончила институт, получается, у меня был большой перерыв. Даже после училища я не рисовала. Вот. И потом, побывав на выставке в 2005 году у Владимира Александровича, тогда уже я поняла для себя, что именно я хочу заниматься каллиграфией. Но еще не решилась на тот момент, да. Просто я вдохновлялась, можно сказать, его работами. Она о каллиграфии вообще не думала. А за эти 1,5 года я поняла очень многое. Это говорит участие ее уже в более 10 престижных выставках. Она уже не похожа ни на кого. То, что и я старался добиваться и в своем творчестве. Да. Потому что я тоже не похож в мире ни на кого из каллиграфов. Вот. И она идет своим путем. Я всех люблю. Весь мир, землю, это природу. Вот.
людей, потому что в автобусе едешь и смотришь, какая удивительная, красивая молодежь.